Все считают слонов умными животными. Человек восхищается их поведением, все больше находя подтверждений высокого интеллекта. Но иногда действия слонов ставят в тупик. Что же это такое? Так же думали жители индийской деревни Дамали. Слоны, мирно живущие по соседству с деревней Дамали, не удивляли никого. Что еще может удивить, если животные часто спокойно проходили даже мимо домов? Но однажды бредущие мимо деревушки слоны вызвали особое внимание жителей. Вернее, только одна слониха. Ее сородичи прошли мимо, а она осталась на поле. Землю всю развезло после прошедших затяжных дождей, а тут еще и слоновьи ножища перемесили все. К полю не подойти, но издали было видно, как слониха кружит вокруг одного и того же места. Круг был небольшим, поэтому за мощным телом не было видать, что же так притягивало животное. Одиночное хождение длилось не один час, а она не уставала. Казалось, смотреть на кружение можно было бесконечно. Можно было даже заснуть, если бы не раздался крик. Да она там что-то выкапывает. Глазастые мальчишки, подобравшись ближе, заметили, что слониха на ходу откидывала комья земли. Хобот животного работал как лопата, откапывая что-то в центре. Слоны проходили утром, и солнце уже постепенно склонялось к горизонту, а слониха продолжала свое дело. Жители встали перед выбором, оставить слониху до утра или все-таки вмешаться. Группа мужчин подошла почти совсем близко к слонихе. За день-то сумела отгрести немало земли, и теперь стало заметно, что же было в центре. Люди разглядели что-то круглое, будто укрытое пологом. Неужели слониха наткнулась на нечто закопанное в землю и решила это достать? Вдруг-то, что жители приняли за полог, шевельнулось и разделилось на две половины. Вместе с этим поднялось что-то длинное. В сумерках такое преображение может испугать кого угодно. Но тут наконец-то все догадались, никакой не полог, это уши, а поднялся хобот. Несомненно одно, слониха спасает слоненка. Жители предположили, что слоненок упал в яму и увяз в непролазной грязи. Склоны ямы легко оседали, особенно под ногами взрослого тяжелого слона. Поэтому все попытки матери вытащить детеныша только усугубляли ситуацию. Слоненок только глубже погружался в грязную яму. Поверху оставалась только одна голова, которая буквально на глазах людей все больше облеплялась грязью. Стало ясно, чем все может закончиться. Люди хотели бы помочь, но не знали как. Медлить было нельзя, но что они могут сделать с такими большими животными, как слоны? На выручку пришел Радж Ганиш, водитель грузовика, перевозящий бананы. На своей машине он подъехал близко к слонихе, чтобы испугать ее. Пока мать находится рядом с детенышем, люди не смогут подобраться к слоненку. Слониха нехотя отошла в сторону. В это время все мужчины деревни бросились с лопатами отгребать землю с краев ямы. Когда очищенное место было достаточно свободным, по их мнению, они ушли в сторону. Радж перестал отвлекать слониху и отогнал свой грузовик. Мать сразу же бросилась к слоненку. Теперь она могла более свободно подобраться к детенышу, чтобы обвить его хоботом. Слониха пыталась вытащить слоненка, но раз за разом у нее это не получалось. Жители готовы были пасть духом. Неужели их усилия напрасны, и они не смогли помочь? Но вот, наконец-то, слонихе удалось помочь выбраться слоненку. Никто не смог сдержать возгласа ликования, видя это. Получилось. Слоненок спасен. Мать с малышом убежали вместе, в ту сторону, куда еще утром ушли все слоны. Самое удивительное было то, что слониха и слоненок переплели свои хоботы, словно боялись вновь разлучиться. Как же это трогательно и мило. Добросердечные жители Далаи смотрели им вслед и надеялись, что слоны воссоединятся со своими сородичами. Они найдут друг друга, ведь слоны очень умные животные.